Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам все самое важное о регуляторах теплого пола. И эта трансляция будет полезна абсолютно каждому, потому что если этого не знать, то у вас возникнут очень и очень дорогие переделки. Либо, если это не переделать, то ситуации, которые будут возникать, будут рушить комфорт от пользования квартиры и отравлять всю жизнь. Поэтому слушайте внимательно. Сегодня будут конкретные цифры, много конкретных знаний, поэтому, может быть, даже приготовьтесь записывать. И еще раз повторюсь, это трансляция, прямой эфир. Все, что я сегодня буду рассказывать, есть по кусочкам в моих видео. В кучку я все это собрал в виде текста и выложил в сообщество YouTube. Не забывайте его почитывать, там много интересного. Но не все любят читать, и поэтому вы просили сделать вот такую вот быструю трансляцию. Я их сейчас стараюсь выпускать, эти трансляции, каждый вторник. Потому что видео на эту тему занимает по подготовке очень много времени, к тому времени, скорее всего, ваш ремонт уже закончится. Поэтому вы просили как можно больше делать вот таких вот трансляций, чтобы я быстро и четко отдал вам вот эту информацию. Взамен я имею право ошибаться, оговариваться, забывать, что сказать и даже иногда отвлекаться. Вот такой вот у нас формат трансляции. И пока вы накапливаетесь, по традиции отвечу на самые популярные вопросы из предыдущей трансляции, покажу свой план. Как обычно, план на сегодня у меня вот такое у меня сегодня графическое настроение. Я его сюда поставлю в виде шпаргалочки, буду на него вот так вот смотреть. Там нет ни одного слова, там только какие-то подсказки для меня графические. Популярный вопрос с предыдущей трансляции. Алексей, ты повышаешь цены на проекты, и мы хотим записаться заранее, чтобы сохранить цену. Но у нас нет нужной суммы. Можно ли внести какую-то часть? Друзья, не можно, а нужно. Когда вы записываетесь на замер и подтверждаете его, мы выставляем вам счет всего лишь на 5000 рублей. Вам нужно внести всего лишь 5, и цена для вас сохранится. На следующий год все будут платить 4000 рублей за метр, а вы будете платить 3000 рублей за метр, потому что вы записались заранее, подтвердили серьезность своих намерений с помощью всего лишь 5000 рублей. Заплатил 5, застраховал себя от повышения. Что может быть лучше для любимых подписчиков? Только это. Собственно, это и делаю. Так, пауза затянулась, предисловие затянулось, давайте начинать. Тем более вы уже накопились. 227 человек у нас сейчас, уже скоро накопится 400-500, наше стандартное количество, поэтому давайте начинать. Начнем с самого главного. Запомните, что бы вам там ни говорили дизайнеры, которые предлагают прятать куда-то регуляторы теплого пола, располагать их нужно там, где вы их хорошо видите. Это первое требование. Для чего это нужно? Правильно. Для того, чтобы вы, не подходя к регулятору теплого пола, могли видеть, включен теплый пол или выключен, и на какую конкретно температуру он установлен. Это основное правило при размещении регуляторов, и поэтому размещать их нужно на видном месте. Даже если дизайнер вам говорит, что регуляторы теплого пола некрасивые, их нужно прятать, скажите этому, сейчас как без мата сказать, скажите этому уникальному человеку, дизайнеру, что с тем же успехом тогда ему нужно прятать все выключатели, все розетки и другие электроточки, потому что они абсолютно так же некрасивые или красивые, как регуляторы теплого пола. Это такая же электроточка. Если вы не прячете всю электрику, то регуляторы тем более прятать не надо, потому что вам не нужно визуально оценивать, включено что-то в розетку или нет. Это не имеет значения. Потому включен или выключен выключатель света, вы поймете по самому свету. А вот о том, включен или выключен теплый пол где-нибудь в дальнем помещении, можно либо добежав туда и потрогав его, либо посмотрев на регулятор. Поэтому запомните первое правило. Располагать их нужно так, чтобы их было хорошо видно. А теперь немножко поговорим вот об этом, где именно это нужно делать. Чуть позже расскажу и о высоте, и о том, снаружи или внутри помещения, а сейчас именно переместимся как можно дальше от входной двери, именно в лоджию. Вспомните, лоджия – это самая дальняя от входной двери помещения, конечная станция каждой квартиры. И запомните еще одно правило. В лоджии всегда нужно делать теплый пол. Даже если вы там укладываете плитку, даже если у вас супер теплая утепленная лоджия, ее нужно всегда снабжать подогревом пола. Даже если вы вынесли на нее радиатор в нарушении всех законов, все равно нужно делать подогрев пола. Это связано с тем, что в большинстве случаев у соседей снизу будет холодная лоджия, и через пол будут достаточно большие теплопотери. А также, даже если соседи лоджию утеплят, торцевая часть плиты будет все равно давать некие теплопотери, и пол всегда будет холодным. Будет радиатор, будет тепло телу, но холодно ногам. Поэтому на лоджии всегда нужен подогрев пола. И, естественно, полить его, включать, жечь
держать включенным постоянно не стоит. Это достаточно большие затраты. А вот перед тем, как выйти на лоджию, его подогреть, достаточно комфортно. Но если вы собираетесь проводить много времени, если эта лоджия используется вами часто, можно все время на комфортной температуре держать теплый пол включенным. Но независимо от этого расположить регулятор можно только в одном месте. И сначала скажу два неправильных варианта. Неправильный вариант — разместить его изнутри помещения на стене при входе в лоджию, потому что там всегда будет штора. Всегда около входа в лоджию будут висеть шторы, и они будут загораживать этот регулятор теплого пола. Поэтому там нельзя его размещать. И нельзя его же размещать внутри лоджии. Потому что для того, чтобы понять, включен он или нет, нужно будет забежать в лоджию и заглянуть. И для того, чтобы включить, нужно будет пробежать по холодному полу, постоять на нем и отрегулировать. Адски неудобно. Не слушайте дизайнеров, которые размещают либо там, либо там. И так неправильно. Единственное правильное место для присоединенной лоджии – это расположить регулятор теплого пола на откосе лоджии. Там вы до него всегда доберетесь, и там он будет всегда на виду. Теперь самое главное, на каком именно откосе, на левом или на правом? Ни на левом, ни на правом, на том, который видно, когда вы лежите на кровати в спальне. Легли на кровать, посмотрели, вижу правый откос, разместили на правом, вижу левый откос, разместили на левом. Регулятор теплого пола должно быть видно с кровати. Такое простое правило, его очень легко запомнить, его могут запомнить даже любимые и уважаемые мной дизайнеры. Ничего сложного. А где размещать теперь регулятор в санузлах, снутри или снаружи помещения? Давайте порассуждаем. Если вы хотите знать заранее, не забыли ли вы выключить подогрев, включен ли он, что вам ожидать сейчас, зайдя в ванную, теплого или холодного пола, вам нужно разместить его снаружи, и только там его можно размещать. Не нужно размещать регулятор теплого пола внутри санузлов, только снаружи. Тогда вы будете и знать, что вам ожидать при входе, тогда вы будете знать, включен, выключен. Уходя надолго из дома, вам не надо будет забежать в ванную, чтобы понять, что теплый пол выключен, вы будете это видеть снаружи санузла. Ну и еще, дам вам сразу же железобетонный лайфхак, правило, запоминалку, с помощью которой можно понять, где именно разместить регулятор снутри или снаружи. Уже заспойлерил. Там же, где, мать его, выключатель. То есть, если выключатель у вас снаружи помещения, то и регулятор теплого пола, отвечающий за это помещение, должен быть снаружи. Если выключатель внутри, то и регулятор внутри. В спальне у вас внутри находится выключатель этой спальни. И если вы хотите делать подогрев пола в спальне, то, конечно же, делайте внутри. И наоборот, если у вас в ванной, в туалете выключатель находится снаружи, то и регуляторы теплого пола нужно размещать снаружи. Простите за сбивчивость речи, друзья, это все-таки прямой эфир. И еще вот тут вот сбоку вот этот вот чат с комментариями, тот самый, где мужик один и тот же постоянно каждую трансляцию пишет, что у меня микрофон похож на его член. А я говорю, я не виноват, что он у тебя такой черный, сходи в душ. В общем, очень интересный чат, я его так краешком глаза смотрю и немножко отвлекаюсь. Поэтому простите за сбивчивость речи, как-нибудь я его вообще нафиг отключу, чтобы на это не сбиваться. Так вот, мы определили, что регулятор должно быть видно, как и выключатель. И отсюда обратной логикой выключатель на лоджии нужно размещать там же, где регулятор, тоже на откосе, потому что там им максимально удобно пользоваться. Если вы его разместите снаружи, то он будет за шторой, нужно будет его там искать на ощупь. А если разместить внутри лоджии, то туда нужно будет залезть, а если особенно откосы широкие, потянуться, чтобы включить, будет достаточно неудобно. Поэтому на откосе лоджии все электроуправляющие элементы, на стене снаружи санузла все управляющие элементы, и выключатель, и, соответственно, регулятор теплого пола. Так, теперь мы поговорим еще об одном важном нюансе. На какой высоте размещать регулятор теплого пола? Бытует мнение, что нужно размещать выключатели на высоте груди, чтобы дети не игрались. На самом деле дети очень быстро наигрываются с выключателями, им это быстро надоедает, плюс сейчас у них достаточно много гаджетов. Поэтому выключатель нужно размещать там, где вы на них попадаете, не глядя рукой, просто заходя в комнату. А вот регуляторы теплого пола, наоборот,
нужно размещать на уровне груди или на уровне глаз. Это 160-165-170 сантиметров от пола. Во-первых, ими удобно там управлять, выставлять температуру. Во-вторых, там хорошо видно, потому что у современных телефонов экраны, ты на него так смотришь под углом, его все равно хорошо видно. А у регуляторов жидкокристаллический, доисторический экран, только при прямом взгляде видно что-то. И когда он находится внизу, вам нужно практически опуститься на его уровень, присесть, для того, чтобы что-то там натыкать и что-то там нормально увидеть. Поэтому на уровне глаз должны располагаться эти замечательные регуляторы и нигде в другом месте. И это, повторюсь, 160-170 сантиметров от пола в зависимости от вашего роста. Также дети достаточно часто ими не то чтобы играются, они могут выставить критическую температуру, и у вас весь подогрев пола просто-напросто сгорит. Поэтому запомните, пожалуйста, от маленьких, несознательных, играющихся с электроникой детей, эти регуляторы нужно поднимать на достаточно достойную высоту и достаточно удобно ими пользоваться на этой же высоте. Если вам дизайнер говорит, что давайте спрячем его вниз под тумбочку на уровне плинтуса, пусть он тогда приезжает, стоит раком вот около этого регулятора и регулирует вам каждый раз пол, когда вам захотелось подрегулировать, изменить температуру или отключить его. А у нормальных людей, у моих заказчиков, эти регуляторы стоят на такой высоте. И откуда я беру такую точную информацию, откуда я так вот уверенно говорю? Мы сейчас делаем 400-500 проектов в год, и примерно по этим проектам делается 250 ремонтов, потому что мы не только в Москве работаем по проектам, а вот по ремонтам только в Москве и области. И вот все эти люди, которым мы делаем ремонты, они у нас не только на гарантии, но и на сопровождении. Мы постоянно с ними общаемся, спрашиваем, и мы делали регуляторы и внизу раньше, много лет назад, и на уровне, как они там называются у дизайнеров, чем они думают, на уровне пояса. Все эти регуляторы были неудобными, поэтому запомните простые цифры, где их располагать. И теперь перейдем к таким уже точечным лайфхакам, я их себе тут тоже схематически отметил. Давайте поговорим о том, какой тип регулятора выбрать, а потом как его состыковать с электроточками. Тип регулятора, я имею в виду, они есть такие механические, есть электронные. Что такое механические? Вот когда вы садитесь в хорошие машины премиум-класса, но каких-нибудь предыдущих годов, у них нет вот такого здорового ЖК-экрана, у них есть такие приятные тактильные крутилки, как на радиоприемниках и так далее. Это механический регулятор, там нужно что-то покрутить. Есть полумеханические регуляторы, это те, у которых есть кнопки тактильные и какой-нибудь сенсорный экранчик. И есть электронные регуляторы, назовем их так, у которых только жидкокристаллический экранчик, на который нужно тыкать, ну или как он там правильно называется. Нужно покупать только те, которые посерединке. Совсем механически это неудобно, потому что вы выставили механикой какую-то температуру, но когда вы отойдете, вы не будете видеть, на какой позиции находится маленькая точечка на этой крутилке. Это неудобно. Жидкокристаллические – это жутко тупые устройства, жутко бесячие, особенно по сравнению с современными смартфонами, которые вы каждый день держите в руках. Вы привыкли к этому отклику, к этой классной реакции. Вы нажимаете, да что такое? Вот так надо нажать. Это бесячая штука, это неудобная штука. Плюс полностью электронные, они очень навороченные, с кучей функций, программ. 98% заказчиков, как выяснилось, этим не пользуются, но покупают навороченных, используют одну функцию. Поэтому самое лучшее – это то, что я называю электронно-механическими. Это регуляторы с жидкокристаллическим экранчиком, но информационным, а управление производится с тактильных, понятных, нажимабельных кнопок. Вот такие вот самые лучшие – раз, самые надежные – 2, самые удобные – 3, самые приемлемые по цене, потому что нет лишних наворотов – 4. Запомнили? Отлично, двигаемся дальше. Теперь, наверное, самая интересная эстетика, где их размещать. Мы уже определились, что при входе, допустим, в санузел будет выключатель, и над ним регулятор. Все классно, все очень просто. Строго 15 сантиметров отступаем от откоса, 90 от пола ставим выключатель, отступаем 15 от откоса двери и 165 от пола ставим регулятор. Все здорово, находится один под другим и выглядит очень классно. Но что делать, если у вас два выключателя? Один, например, отвечает за свет в ванной, а другой за вытяжку. Как сравнять центры? Как сделать, чтобы было одинаково от откоса или чтобы было одинаково по центрам? Конечно же, по центрам. Потому что если вы сделаете одинаковый отступ от откоса,
То есть, например, отступите электроточку первую выключателя 15 сантиметров, а следующую сделаете правее, и регулятор 15. Они все равно будут немножко отличаться друг от дружки, потому что у регулятора другая рамка. Это будет другой производитель чистовой электрики, нежели чем тот, который сделал вам выключатель. Поэтому запомните, когда у вас смежные точки выключателей, там еще могут быть розетки, могут быть другие выключатели, и там более одного, то выравнивается уже не по расстоянию от откоса, а по центрам. То есть идет дверь, под ней тройка выключателей, ближний из которых находится в 15 сантиметрах от откоса до обрамления дверного проема. И над центром этой точки располагается регулятор. Иногда это 22,5 сантиметра, иногда это 27. Но он должен находиться над центром этой электроточки, ни в коем случае не рифмоваться по ее краю. Вот такой вот важный секрет, потому что в любом случае, если вы будете пытаться делать именно не так, как я сказал, будет чуть-чуть неровно. И если вы перфекционист, вас это будет до конца жизни бесить. Собственно, еще один момент, самый, наверное, главный. Я уже 3 раза сказал за сегодня самый главный, но он реально самый главный. Длина провода регулятора теплого пола. Чтобы вы понимали, регулятор теплого пола дает определенный нагрев. Но он дает этот нагрев до той температуры, которую вы выставили. Но возникает вопрос, а как он узнает, какая там температура? Правильно. Помимо электропитания к элементам нагревательным идет еще и датчик температуры. Он смотрит, до какой температуры нагрелся пирог теплого пола и говорит датчику: все, хорош пока греть, не давай больше электричества, у нас уже нормальная температура. Температура упала, он говорит: эй, братан, что, подогрей чуть-чуть и так далее. Вот так это работает. Но у стандартных регуляторов теплого пола очень короткий провод от датчика. И его нужно наращивать. Вы не купите датчик с проводом 1,5, 2, 3 метра для того, чтобы, подняв регулятор на высоту глаз, дотянуться до нужного места в теплом полу. Поэтому запомните, их всегда нужно наращивать, причем ни в коем случае не скруткой. Здесь как раз это единственный случай, когда в современном ремонте нужна пайка. Сваривать в распаечных коробках, спаивать провода нельзя. Они соединяются с помощью самозажимных клеммников. Но наращивать датчик теплого пола таким образом нельзя. Чуть позже объясню почему. Его нужно именно паять. Вы его нарастили, спокойненько уложили в нужное место теплого пола и забыли. Нет, не забыли, потому что они очень часто, эти датчики, выходят из строя. И поэтому все, что вам нужно, это предусмотреть специальную трубку от регулятора до того места в теплом полу, где этот датчик лежит, а также возможность вытащить один и засунуть туда другой нарощенный. И поэтому, если вы соедините с помощью самозажимных клеммников или с помощью чего-то утолщающего, то потом вы не сможете вытянуть перегоревший датчик и вставить новый. Поэтому запомните еще 2 правила. Первое. Датчик всегда нужно наращивать с помощью... 3 правила. Датчик всегда нужно наращивать длину провода. Это нужно делать с помощью пайки. И нужно делать так, чтобы он очень легко вынимался и на его место легко вставлялся другой. Вот тогда теплый пол у вас будет служить практически вечно. Потому что сейчас теплые полы настолько надежны, что сами по себе нагревательные элементы практически не перегорают. А вот датчики как горели раньше, так и горят. Просто раньше такая проблема была не особо актуальна, потому что нагревательные элементы отгорали гораздо раньше. Раньше на стыке холодного кабеля подводящего и самого нагревательного элемента возникала разница температур, и от этого это место постоянно отгорало. Сейчас эта проблема давно решена, и поэтому нагревательные элементы практически не выходят из строя. Раньше сдаются теперь уже датчики, поэтому всегда предусматривайте возможность их быстро, комфортно заменить. И в завершение еще хочу сказать вот что. Не ведитесь на то, что вам мастера, дизайнеры, особенно мастера, которые не хотят ковыряться с этой длинной трубкой, потому что в нее труднее просовывать датчик, не хотят вот это все делать, говорят: ну смотрите, раз провод короткий, значит Земсков не прав. Нужно устанавливать на уровне пояса, видите, не достается, надо наращивать, надо рукотворничать. Друзья, все эти стандарты были заданы десятки лет назад.
Производители с тех пор очень медленно перестраиваются. У них настроенные конвейеры. Они не хотят делать длиннее проводочки. Их нужно пока делать вручную. Но рано или поздно мы их заставим, мы им объясним, что люди хотят пользоваться регулятором удобно, а не стоять на четвереньках около него и не тыкать в кнопочки. И не стойте на четвереньках, лучше попросите мастера спаять, нарастить, либо отнесите этот провод в любое ремонт бытовой техники и попросите вам припаять дополнительный метр провода. И да пребудет с вами удобно расположенный регулятор, как бы меня сейчас не возненавидели за эти советы мастера, которым теперь придется, мать его, это делать для своих заказчиков. Мы для своих заказчиков это делаем всегда. Посмотрите любые мои видео, там регуляторы находятся на удобной высоте, и спросите у моих заказчиков, удобно это или нет. И они вам скажут, что это удобно. И на этом у меня на сегодня все. Располагайте правильно, будет вам удобно. А с вами, как всегда, был Алексей Земсков, взбивчивый, сбивающийся, забывающий текст, но зато быстро и по делу. До новых встреч. До свидания.